Всем привет! Сегодня я покажу, как я готовила пирожное из зефира. Если вам интересно, смотрите дальше. Подробный рецепт, как готовить зефир, у меня есть видео на канале. Все ставим в ковшик для сиропа, варим до 105 градусов. Отдельно отмеряем белки, сахар. Подготавливаем силиконовые формы полусферы. Обязательно промазываем растительным маслом тонким слоем, чтобы потом аккуратно, красиво можно было достать зефирное изделие. Взбила белки с сахаром до устойчивых пиков, влила готовый сироп, взбивала зефир до стабильной массы примерно до 50-55 градусов. Перекладываю зефир в кондитерский мешок, наполняю полусферу, оставляю серединку немного такую пустую, туда буду накладывать начинку. У меня это конфи с черной смородиной. Также есть рецепт конфи, ссылку оставлю в описании. По такому же рецепту можно готовить конфи с любыми ягодами и фруктами. Сверху кладу бисквит «Красный бархат». Рецепт бисквита тоже есть на канале. Конечно, можно использовать любой другой бисквит, но просто «Красный бархат» подходит тут по своему цвету и, конечно же, по структуре. Его не надо дополнительно ничем пропитывать, не надо, чтобы он пропитался от крема, так как зефир нам не даст пропитку. Красный бархат сам по себе сочный, вкусный бисквит. Что делать с зефиром, если вы подготовили большую порцию? И чтобы он, пока ждет, не стабилизировался. Подогреваем духовку до 30 градусов. Подогреваю и отключаю, закрываю, и там эта теплота держится. Пока мы работаем с одной порцией зефира, другая порция стоит в теплой духовке, и она не застывает, не дает зефиру стабилизироваться. Так подготавливаю все полусферы, потом ставлю формы зефиром в морозилку. Конечно, можно оставить при комнатной температуре, можно поставить в холодильник, но просто в морозилке это займет меньше времени, буквально там 5-10 минут, и можно уже доставать пирожное из формы. Если оставить при комнатной температуре, тогда надо будет ждать примерно час-два часа. В холодильнике примерно 30 минут. Тут просто надо смотреть по самому зефиру, как он стабилизировался. Пробуем достать одну полусферу. Если достается без проблем, то все готово. Если нет, оставляем еще в холоде. Чтобы приготовить пирожное конкретного дизайна, берем готовую полусферу, кладем сразу на подложку. С какой-нибудь палочкой посередине делаем углубление, разделяем полусферу пополам. Из кондитерского мешка с маленькой насадкой наносим вот таким образом узор. Тут годится даже зефир, если он уже начал стабилизироваться. Если где-то что-то неровно, неаккуратно, это потом в конце мы спрячем, так как еще будем продолжать украшать. Вот примерно такими движениями, такие змейки отсаживаем. Пирожное из зефира готовится очень быстро. Но это в том случае, если у нас подготовленный бисквит и конфи. Тогда это все можно приготовить примерно за час. Если нету бисквита заранее подготовленного и надо варить конфи, то это будет примерно еще час. Подготавливаем конфи, даем остудиться. Остужается конфи быстро, если его распределить тонким слоем. Также бисквит тоже можно испечь, дать остыть и сразу использовать. Красному бархату для такого пирожного не обязательно стабилизироваться в холодильнике.
Далее пирожное покроем таким тонким слоем красным гелем. Тут у меня перебитая клубника. Просто замороженную клубнику разморозила, перебила блендером, пропустила через сито, чтобы избавиться от косточек. Совсем немного добавила красного красителя, так как сама клубника, она такая не ярко-красная. Добавила ксантовую камедь. Ксантовая камедь очень хорошо подходит для приготовления различных гелев. Она удерживает влагу, и с ксантовой камедью мы регулируем густоту нашего геля. Мы можем сделать тягучий, можем сделать такой, чтобы он прям вот хорошо держал форму, смотря что и где украшаем, как используем. Ксантовую камедь надо добавлять понемногу. Добавляем буквально там 2-3 грамма, перебиваем блендером, смотрим на густоту. Если надо, добавляем еще. На 200 грамм клубники я добавила примерно 1/3 чайной ложки ксантовой камеди. Дает такой прозрачный красный цвет. Это то, что надо для такого пирожного. Буквально за час я вот приготовила вот такие интересные, необычные пирожные. Такие пирожные подходят для различных тематических праздников. Пирожное можно готовить в разных формах, не только такого вида, как я вам показывала, но можно и готовить различные розочки, цветочки. У меня есть видео на канале, где я готовлю пирожное из зефира в форме сердечки и украшаю сверху с кондитерской насадкой. Тоже получается очень красиво, интересно, оригинально, необычно. И в то же время зефир всегда очень нежный, вкусный, стабильный. Он не тает при комнатной температуре, в отличие от муссовых пирожных. Он хорошо транспортируется. Или когда надо, просто быстро что-то вкусное приготовить. Включаем фантазию и готовим все, что угодно, так как зефир очень удобный в работе. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые рецепты, видео, эксперименты. Всем пока!